Друзья, всем привет! Ну вот мы и дождались продолжения проекта про гоночную машинку болид Формула R1. Вот она, уже почти готова. Сейчас я буду заливаться гипсом, а потом буду вам объяснять, а может в процессе буду объяснять, для чего это нужно и почему я это делаю, что происходит вообще в этом видео. Шлем мне нравится мой. Прошу обратить внимание, что вылезти в принципе можно, не снимая руля. Хотя снимать руль я планирую. Заливаю гипсовую смесь. Вот. Примерно так. Дело идет на секунды. Что-то пленки у меня как-то не особо. Ну, пока вроде не твердеет. Надо еще родить пленочки. Что-то я, ребята, поспешил как-то. По-моему. Ну, пока не стынет, нормально. Еще время есть. Ну как? Не твердеет еще пока. Отлично. Сейчас все успею. Гипс намесил тепленький, чтобы ничего себе не застудить. Сделать хорошую форму. Так. Все, пошел процесс замуровывания. По-моему, многовато я гипса развел. Ой. Хотя нет, вы знаете. По-моему, шикарно. Даже мало. Гипс должен принять мою форму. И плюс надо немножко расшевелить его. Вот. Маловато даже, маловато. Так как здесь пленка, можно даже вылезти, посмотреть, что получается. Круто. Вообще. Но вот здесь мне не нравится. Я здесь хотел бы, чтобы продавлено было, не плоское. Хотя, может быть, так хорошо. Смотрите, как замечательно идет процесс. Пленка отражает, правда, не все понятно. Должна получиться идеальная форма под анатомическое сиденье. Естественно, буду то же самое делать и с боков. Но с боков, возможно, буду делать быстро стынущей пеной. Пока гипс еще податливый, можно немножечко его подобработать. Просто потом будет сложнее. Придется нелегко. Возможно, придется уже саму матрицу обрабатывать. Вот это все затеивается ради матрицы. Это первая моя матрица будет на канале. И сразу такая огромная, грандиозная. Хочу, так сказать, снять с себя отпечаток. Ну что ж, друзья, начало положено. Я думаю, буду продолжать создавать эту форму гипсовыми смесями. Потому что мне технология понравилась, довольно-таки быстро идет процесс. Хотел пеной запениваться по бокам, но мне кажется, пеной будет долго и непонятно. Надо будет сидеть, не шелохнуться. А так вот, смотрите, сейчас могу разводить и здесь вот зашпаклевывать опять точно так же, садиться, примерять и анализировать, как хорошо получается или нет. Ну а теперь небольшой рассказ, для чего вообще все это корыто затеивается. Потому что, может быть, кто-то еще не догадался. В общем, друзья, хочется сделать анатомическое кресло точно такое же, как в настоящих болидах Формула-1. Сделал, видите, деревянный такой саркофаг. Прицепил сюда педали. Педали, видите, напольные. Те самые, которые вы считаете, что они просто должны стоять кверх ногами. Нет, друзья, здесь все правильно, педали должны быть прикреплены к полу. Во-первых, если их прикрепить как-то наоборот, то педаль газа будет с другой стороны. И сами понимаете, это что-то необыкновенное будет. Ну а во-вторых, посадка-то здесь лежачая. Я не буду сидеть как на табуретке и давить сверху вниз на педаль. Я буду давить вперед. И в принципе при торможении все тело мое будет смещаться вперед и будет помогать тормозить. Потому что здесь нет никаких усилителей тормозов и не планируется. Ну, собственно, как на Формуле 1. На Формуле 1 принцип действия точно такой же. Само по себе торможение при замедлении нам помогает давить на педаль. Мы собственным весом будем наваливаться.
Помимо того, что я прикинул педали, все здесь отстроил под себя, я еще и прикинул расположение руля и еще прикинул, как я буду залезать в этот болид. Чутка попозже я вам покажу приколюхи, которых накупил на болид. В том числе там будет и съемное устройство для руля. Но, друзья, я все-таки планирую, чтобы можно было и просто так уметь вылезти, мало ли что случись. Должно быть довольно-таки большое пространство между рулем и ногами. Еще это, ребята, вы не думайте, что если серии не выходили, то я ничего не делал. Вот сделать эту штуку было весьма непросто. Здесь заключена вся эргономика болида Формулы R1. Здесь на самом деле продумана высота, продумано расположение педалей. Вот видите, какая штука здесь стоит? Это как бы имитация высоты колеса, имитация рулевой. То есть здесь продумано уже расположение, точнее место расположения рулевой. Ну, в принципе, вот эта досточка намекает, будет где-то здесь. Продумано расположение рулевого вала, чтобы оно не мешало педалям, не мешало коленям. Не было никаких карданчиков вот этих вот дурацких, которые будут повышать вес болида. Все уже продумано. Так что после того, как я изготовлю сиденье, можно будет уже начинать проектировать раму. Пока что нельзя этого сделать, потому что сиденье не готово и непонятно, как я там буду сидеть. Честно говоря, ребята, я не знаю, как бы я смог в программе 3D моделирования себя туда засунуть и понять, будет ли мне там удобно. Но вот так я точно знаю, что все удобно. И у меня уже есть базовые размеры, от которых я могу отталкиваться уже при дальнейшем проектировании, уже смело. Я знаю, что я туда залезу и будет мне там приятно. Правда, я не знаю, какие зазоры между мной и сиденьем делать. Не знаю, прецензионные. Или делать, например, 1,5 сантиметра зазор с каждой стороны. Или делать 3 сантиметра зазор с каждой стороны. Вообще не могу понять. Так, ну что, надо заканчивать ликбез немножко и приступать к дальнейшей работе. Ну что ж, друзья, смотрим, что тут у нас происходит с болидом. Смотрите-ка, а седлушка-то уже почти просохла. На самом деле, ребята, пошло уже более 2 недель. И вот мы видим, какие получаются результаты. Видите, есть места под ноги, есть места под попу. Вот. Ну, вообще все четенько подходит. Я даже пару друзей приглашал. Они пробовали здесь посидеть. Вроде бы и для них довольно-таки удобная седлушка получилась. Ну, для меня она, как вы понимаете, просто идеальная, потому что она анатомически сделана под меня. 56 где-то. 56 примерно. А что там 50? Почему? 56. Так что видите, ребята, какие большие промежутки приходится переживать между операциями. Пока я не сделаю вот это все, мне нельзя двигаться дальше. Ну, честно говоря, я уже все обмерил, всю эту капсулу, и заношу потихонечку в компуктер. Просохло, правда, не окончательно, надо еще немножечко подождать. Потому что хочу все это дело, друзья, идеально отшпаклевать, отшкурить, сделать с этой формы матрицу и вылепить седлушку из карбона. Очень легкую, чтобы все было по-гоночному, чтобы было крепкое и легкое. Напишите в комментариях, как вам такой подход к делу. Нравится или не очень. Надо как-то ускорять сушильню. Пока у меня тут стоит только маленькая печечка. Вот, и так она обдувает, ускоряет процесс. Так, ладно, покажу вам еще кое-что. То, что делалось очень долго. И на этом будем закругляться, друзья. Значит, смотрите, вот в этих ящиках. Так, это не то. У меня лежат уже, можно сказать, фактически готовые магниевые диски. Осталось заказать титановые болтики. Кстати, выльется в копеечку все это дело. Но куда деваться? Такие вот получились широкие магниевые диски, друзья. Каждый диск весит где-то 4,5 килограмма. Это очень мало, что и нужно для моего гоночного сверхлегкого болида. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он будет сверхлегкий.
Целая история, конечно, была с этими дисками. Я их даже немножечко тут токарил, модернизировал. И не только я, потому что они здоровые. В мой станок заходит лишь вот эта средняя часть. И ее, соответственно, пришлось модернизировать. То есть выбирал внутри металл. Нужно сделать очень много работ интересных. Вот конкретно сейчас хочу заняться выборкой лишнего металла из магниевого диска. У меня здесь даже вес записан, мы узнаем, насколько облегчилось. В общем, в чем суть проблемы? Основная цель, чтобы помещался суппорт, который у меня аж вот такой, и он очень широкий. И получается у меня два варианта. Либо сделать гигантскую вот сюда проставку, там получается около 3 сантиметров. Это опять же лишний вес и ухудшение геометрии, потому что угол обкатки будет плохой. Либо, ну, точнее не плохой, он ухудшится, скажем так, будет немножко менее оптимальным. Либо углубить вот это место, чтобы тормозной суппорт в диск входил немножко поглубже. И тогда я смогу ограничиться проставкой всего лишь в 1 сантиметр. Ну или 13 миллиметров. Короче, колеса будут передние. Думаю, что сильно я тут не ослаблю, потому что эти диски с тачки, которая 700 килограмм весит, моя будет весить около 500, допустим, да? Вот, уже полегче. Плюс передние колеса, на них нагрузки скручивающие не будет, и вот эти ребра жесткости, они здесь особо не нужны. Хотя при торможении, наверное, все ж таки нужны они. Ну, думаю, все нормально будет, друзья. Надо лишь проточить. Чтобы проточить, надо подготовить станок. Оказалось, что мои обратные кулачки не годятся. И я уже начал растачивать их. Увеличивать пространство. Нужно вот примерно столько металла снять, чтобы зашли эти части диска. Снимаю сразу по многу. У меня вот тут хороший резечек есть. Сразу, допустим, мы возьмем, ну, к примеру, вот, попробуем 5 миллиметров снять по каленым кулачкам. Это круто довольно-таки. Но обратите внимание, вылет резца очень маленький. Так, включаем на автоподачу. Пластина хорошая. Все довольно-таки жестко здесь и хорошо. И плюс, если мы берем сразу большой частью пластины, она у нас как бы больше по факту может проработать, потому что изнашивается одинаково примерно. А берем мы сразу больше в сантиметрах. Ну как-то так, друзья. О, начало цеплять. Все, процесс пошел. Идет неплохо. Без вибраций особых, небольшие есть. Каленый металл, что вы хотите. Вот такая стружечка получается. Беда у меня тут недавно произошла. Видите, что со станком? Он рыжий. Это потому, что я греюсь газом. Слишком большой нагрев пошел, высадился. Высвободилась влага из воздуха и в итоге сконденсировалась на станке, начала ржаветь. Я еще сделал фатальное. Я вот один из разов зачистил шабером. Вот, и в том месте оно еще быстрее стало ржаветь. Хотя, конечно же, я, естественно, все маслом здесь пропитал. Но оно как-то вот, не знаю почему, происходит ржавение, к сожалению, друзья. Все получилось великолепно. Получились вот такие лапки небольшие, ребята. Я вообще не понимаю, зачем такие гигантские лопухи делают. Они же крадут полезный диаметр, который можно использовать на станке. Но вот не понимаю я, хоть убейте. Так, теперь мы можем смело зажимать. О, видите, даже еще целая куча свободного пространства есть. Даже с запасом. Это у нас 310, можно, получается, 320 даже зажимать. Пошел процесс, даю подачу. Магний режется очень хорошо обычно. Такая стружечка идет. Запах пошел.
Идет, можно сказать, финальный проход. Интересная картинка получается, как будто диск не двигается, а патрон двигается. Вот, заглубился на 11 миллиметров, друзья, и сейчас сниму диск. Мы измерим, какая в итоге получается проставка. То есть моя цель сделать проставку как можно меньше. Ну вот, получается, так было, так стало. Спицы присутствуют. Их здесь много, 20 штук, они не обязательно должны быть толстыми. Вот. Но зато теперь, друзья, смотрите, что получается. Раньше мы ставили тормозной суппорт, и он практически не утопал внутрь диска. Хотя он, конечно, немножко утопает, но дело в том, что он вот здесь находится, а не здесь. И он утопал значительно меньше. А здесь уже все в порядке. Практически к краю можно пододвинуть. Ну, я не знаю, посмотрим. Может быть, в будущем еще надо будет немножечко подправить. Ну, а так мне все нравится, все отлично. Можно замерить, какая получается проставка. При такой толщине есть примерно, сколько там? 5 миллиметров запас. Ну, на пару миллиметров можно эту тоньше сделать. Плюс я еще не поставил колодки, и он лежит на ограничителях. То есть он еще как бы поднимется где-то на миллиметр. Короче говоря, это уже чуть получше, чем было раньше. Теперь масса. Этот у нас 1,88. Давайте посмотрим, насколько мы облегчили. Так. 1700 грамм. Почти что ровно. Ну, значит, получается, на 180-170 грамм мы облегчили. Ну, я считаю, это довольно-таки круто. Пришлось их немножко переженить, делать состыковку. Они были одинаковые все на 9 дюймов. Я сделал одни на 10 дюймов, другие на 8 дюймов. Ну, то есть вот эти половинки пришлось немножко переженить, делать шип-паз по-новому. Но это делалось не на моем станке. Вот тут еще. Ну, а также покраска, ребята, делалась тоже не мной. Все довольно-таки чудненько получилось. Диски будут долго сохнуть, потому что что-то прохладно и краска еще как-то не досохла, что ли. Ну, ничего, нам не к спеху, болид еще не готов. Я уже забрал половинки домой, уже 3D моделирую, там все в полный рост. Даже снял уже гоночную шину с разваренного диска. Какой же он тяжелый, вы себе даже не представляете. Я когда снял шину, я обалдел, какая она легкая. Ну вот это вот на задние колеса точно пойдет. Шина с этого диска. Надо дальше ездить по шиномонтажкам, снимать все остальные. Короче, что тут говорить, резина у нас есть. Покрышку я забрал на 3D моделирование. Диски не знаю, куда девать. Пока пусть валяются, там посмотрим. Вот эту штуку я тоже уже 3D моделирую дома. Ну, все это дело вы увидите, ребята, в следующем видео. Пока сохнет форма под сидушку, давайте отвлечемся на не менее интересные дела. Значит, смотрите, ребята, какую штуку изготовил. Как вы думаете, что это такое? А ну-ка быстро, экспромтом. Раз, два, три, пишем в комментариях, кто сразу догадался. Кто не догадался, объясняю. Это понятно что, это амортизатор от мотоцикла, который я предполагаю ставить на болид Формула R1. Но, ребята, мне кажется, что он слишком уж жесткий. Да и как бы гадать на кофейной гуще не хотелось бы. Хотелось бы все проверить, узнать, какие усилия сжатия, как это все работает и работает ли вообще. В общем, сделал такой стендик, чтобы проверить амортизаторы, подобрать пружину по жесткости и чтобы можно было, как бы говорится, в 3D модели все это правильно рассчитать, все это правильно расположить, чтобы сразу, практически сразу все получилось и не надо было слишком потом все по ходу пьесы переделывать. Хотя по-любому я готов к тому, что нужно будет что-то переделывать, ну хотя бы постараться, потому что мне кажется, что эта пружина просто нереально жесткая.
Стендик у меня дает усилие 1 к 5, то есть рычажность так настроена, что на весах мы видим цифру в 5 раз меньшую, чем есть на самом деле. То есть здесь 5 раз отмерено, вот, и получается в 5 раз можно уменьшить усилие. Итак, вот как все это дело выглядит. Я здесь уменьшил усилие, поставил на самое минимальное на пружине. То есть его всегда можно подкрутить, увеличить. Но что-то мне подсказывает, что даже этого будет чрезмерно много. Смотрите. Пока пробую вручную. Ну, амортизатор, одно могу сказать, работает. Вниз как-то не очень, вверх чувствуется, сопротивление создается. Но мы это все еще дело будем, ребята, перебирать. Надо будет купить 4 штуки целых. Вот, пока остановился на таких. По-моему, это от Yamaha R6 амортизатор. Точно не помню. Ну, Женька Койот знает, если что, подскажет. Вот, ну и смотрите, что мне нужно узнать. Нужно узнать момент страгивания, сколько килограмм. Я здесь уже заботливо подобрал. Вот. Так, раз. Страгивается на 20 килограммах, на 22. Когда пружина была максимально затянута, по-моему, больше 30 килограмм было. Ну, соответственно, это здесь. А здесь было 150 килограмм. Так как на машинке будет тоже через некие передаточные рычаги это все дело работать, нужно будет все это учитывать, рассчитывать. И хотелось бы, чтобы ход амортизатора был максимальный. У машинки, кстати, маленький ход будет подвески. Где-то в целом 5-6 сантиметров. То есть где-то 4 сантиметра нажатия я оставлю и 2 сантиметра на отбой от средней точки. Ну, так оно примерно и проектируется обычно все это дело. И мне что-то подсказывает, что чтобы через все эти рычаги нормально работала, пружина где-то раза в 2 слабее должна быть. Потому что я вот уже создаю здесь адские усилия. Уже здесь, да, только начальный уровень это 100 килограмм. Но у меня... Пускай даже на каждую ось будет по 100 килограмм, хотя мне хотелось бы меньше сделать. Так это только начальное страгивание. Смотрите, что дальше происходит. Это же вообще жуть. Так, нелегко мне сейчас придется, но я должен вам показать, какое усилие, когда, допустим, до 2/3 сжимаешь амортизатор. Просто адское. Все по нолям. Так, зажглось. Погнали сжимать. Ох, как тяжко. Ой-ой-ой. Натянул. 60 килограмм. 61. Получается на амортизаторе 300 килограмм. Соответственно, по факту, чтобы такого же хода амортизатора добиться, исключая все эти рычаги, на ось тоже должно быть 300 килограмм. Усилие такое. Ну, как бы, мне кажется, как-то так это все работает. Так, ну и в продолжение темы про гоночное сиденье гоночного болида, несколько сопутствующих деталей, которые либо рядом там где-то располагаются, либо выше, либо ниже, либо сбоку. Кто догадался, что это такое? Это, ребята, быстросъем для руля. Штука весьма полезная. Залезть в мой болид можно будет и так, и вылезти, но желательно, чтобы был быстросъем, чтобы было удобнее это делать. Он довольно-таки тяжеленький, брал его в Китае. Она вот здесь алюминиевая, здесь тоже алюминиевая. Правда, вот это кольцо, оно стальное такое чувство. Ну, я думаю, немножко облегчу в итоге. Грамм 300-400 она весит, думаю, грамм 100 сниму по-любому. Потому что это вообще-то одна из верхних точек будет, надо центр масс понижать. Значит, смотрите, как оно работает. Есть такая кнопочка, надо ее обязательно нажимать, иначе не расцепится. И тянуть за кольцо. Видите, так вот оно не расцепляется. Если нажать, потянуть, хлоп, все выскочило. Ну вот, собственно, и все. Обратно вставляется в определенное положение. То есть так вот, видите, я вставил, ничего не произошло. Крутим, вертим, должно защелкнуться. Хлоп, все.
мертво держится, нет никакого люфта, это очень радует. Работает на шариках, шарики фиксируют. Вот, получается такая интересная конструкция. Где-то я уже такое видел. Что-то типа быстросъема для шлангов на компрессор. Хлоп и все. Так, идем дальше. Эта штука полезная, по-любому это нужно. И она уже есть, уже закуплена. Дальше я просто попал, ребята. Просто жесткое попадалово, потому что заказал ремни. Все-таки мы топим за безопасность. Мне показалось, что они вот здесь очень даже алюминиевые. Но на самом деле оказалось не так. Они железные. Хотя это не такая уж и большая проблема. Кстати, классные ремни, широкие. Но весят они, блин, 4 килограмма. Это просто какая-то нереальная жесть. При облегчении болида моем жестком, да, я все пытаюсь мега легкое делать. Как бы не получилось, что ремни будут тяжелее сиденья весить. Это будет катастрофа. Но работают они мега прикольно. Они шеститочечные. Видите, все защелкивается. Все по-взрослому. Ну, честно говоря, ребята, я думаю, что можно будет здесь модернизировать вот эти железные штуки. Либо полностью упразднить, как-то обшить через раму. Либо заменить на алюминиевые. Короче, устройство очень прикольное для соединения. Только что-то не соединяется, да? А здесь... А, я не то вставляю, видимо. Тут видно какая-то определенная последовательность. Ну, еще одну надо вставлять. Не буду я расцеплять эти резинки, ребят, потом не уложу. А разъединяется все очень круто. Смотрите. Так, хлоп. И все рассыпалось, все развалилось. Причем и в одну, и в другую сторону срабатывает. Это прям реально круто. Но, ребята, я облажался не только лишь один раз вот с этими железными деталями, да. Я думал, что они алюминиевые. Я облажался дважды. Сейчас покажу вам, что я еще купил. То есть я наивно подумал, что если купить что-то авиационное, то оно будет такие алюминиевое. И я купил такие, ребята. Это подвес парашюта, как я понял. Вот такой. Смотрите, сколько тут классных ремней, сколько тут всего. Вот это, да. О, видите, как это все устроено. Здесь есть защелки. Какого-то желтого цвета оно, правда, маленько. Ай-яй-яй. Недобрым попахивает. И есть опять же механизм расцепления. Вот он как выглядит. Ну что ж, посмотрим, как эта система работает. Там внутри есть такие штучки, защелки. Да, кстати, можно это все закрывать. Это же защелки. И туда втыкаются ремни. Так, что ты... О, очень так плотненько они туда втыкаются. Та система была шеститочечная, а это вроде как, не знаю, то, что там раздваивается. Ну, скажем так, четырехточечная система подвеса. Вот, видите, как работает. Ставим защиту и все. Никогда, ни при каких условиях тут это все дело теперь не расцепить. Адские усилия нужны. Кстати, крутой такой замок, мне нравится. Ну, а чтобы расцепиться, вылезти из болида, например, или из самолета, парашюта, с чем там это связано, я точно не знаю. Нужно снять предохранитель. Вот так. И нажать кнопку. Хлоп, и все расцепляется. Но, ребята, прокололся, еще раз напоминаю. Вот это все тоже железное, блин. И все, вот эта штука, она еще тяжелее. Да, понятно, тут половина использоваться не будет. Сами ремешки вроде бы не такие тяжелые. Использоваться будет только в основном центральная часть. Все остальное надо каким-то образом крепить к раме. Можно кевларовыми нитками пришить. Все, нитки у меня есть, целый рулон. 2 рулона даже есть. Эту я заказывал в Китае, эту Алексей мне подарил. Это 750 килограмм нитка держит. Это 50, по-моему, я пробовал. Ну, кевларовая нить. Что тут сказать, классная вещь. Но пока, ребят, не определился. Может быть, вы посоветуете, с чего взять именно с алюминиевыми коннекторами, чтобы, ну, как-то полегче было. Ну, весит это все. Ну, а кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите вот этот вентилятор лайком, чтобы он как можно быстрее просушил нашу форму.
Ну а у меня на этом все. Всем пока. До новых встреч, друзья.